Глава 631. Дерево духовного источника. Хорошо, раз все решено, занимайтесь своими делами. Не обращайте на меня никакого внимания, мне все равно нужно проанализировать мои ходы в игре. Мальчик махнул рукой другим культиватором и опустил голову, начав внимательно изучать шахматную доску. Культиваторы формирования ядра, услышав это, поспешно вывели всю группу из зала. Покинув каменный зал, культиватор павильона сотен возможностей вздохнул с облегчением. Я на самом деле не знал, что Даос Бай был младший боевой брат Юэ. Ты знал об этом? Конечно, нет. Старший Лэн сказал, что прибыл сюда по делам. Разве я могу что-то у него спросить? С мрачным выражением на лице проговорил старик в желтом. После этого культиватор павильона сотен возможностей закрыл рот и больше не стал заводить об этом разговор перед группой учеников. В мрачном расположении духа Хань Ли и остальная часть группы продолжили идти по длинному коридору. После поворота они оказались перед множеством светло-желтых каменных дверей. Перед ними появился мужчина с взъерошенными волосами. Хотя лицо этого человека закрывали волосы, по цвету его белых волос можно было догадаться о его возрасте. Культиватор в желтом почтительно поклонился ему, как только заметил его. «Брат Вэй, я привел учеников испытания Ассамблеи мечей. Они могут войти», — мужчина с растрепанными волосами ответил низким голосом. «Раз они уже здесь, то пусть заходят. Однако винный нектар бродит медленнее, чем мы ожидали, придется подождать еще немного». Хань Ли быстро взглянул на мужчину, и в его глазах вспыхнул холодный блеск. Этот мужчина был культиватором формирования ядра на пике ложной стадии зарождающейся души. Хань Ли не мог игнорировать его. Когда старик в сером услышал его, на его лицо появилось обеспокоенное выражение. Он шагнул вперед и проговорил дрожащим голосом: «Старший боевой брат Вэй, ты хорошо себя чувствуешь?» Этот человек был культиватором секты дрейфующего облака. Мужчина с взъерошенными волосами глубоко вдохнул и медленно проговорил: «Кажется, я уже давно не видел младшего боевого брата Юэ. Ты уже сам стал старшим». «Старший боевой брат, почему?» Этот старший военный брат Вэй перебил его: «Хватит. Поскольку мы воссоединились, значит, наша совместная судьба вместе не закончена. Давай больше, придя сюда, я дал клятву, либо я сконденсирую зарождающуюся душу, либо не покину это место никогда. Кроме того, я также узнал от двух наших боевых дядей, что секта в руках младшего боевого брата Фена. Мне ни о чем беспокоиться». Выражение старика в сером потускнело, когда он услышал слова старика с взъерошенными волосами, но больше не стал ни о чем спрашивать. «Младшие боевые братья, подождите немного. Я сниму ограничительные заклинания, чтобы вы смогли войти в священную область». Старик Вей сделал жест руками и выпустил магическое заклинание в сторону желтой каменной двери. В следующее мгновение дверь открылась. Все мгновенно почувствовали, как оттуда повеяло чистой духовной ци. Как и ожидалось, именно там было расположено дерево духовного источника. Хань Ли почувствовал, что эта чистая духовная ци ничуть не уступала нефритовому духовному источнику. Более того, казалось, что она даже лучше. Эта ци была достойная своей репутации. Под руководством старика Вэй, Хань Ли и остальные вошли в огромную пещеру через эту дверь. Эта пещера была около километра в ширину и была на 100 метров в высоту. Казалось, что они под землей. Однако то, что больше всего удивляло в этой пещере, это сталактиты и сталагмиты всех размеров, которые, казалось, образовали собой природный каменный лес. Большая часть пещеры была плотно заполнена ими, образуя небольшой лабиринт. Приглядевшись, Хань Ли обнаружил, что между каменными колоннами мерцают бледные огни. Это выглядело так, как будто кто-то установил здесь какие-то ограничительные формации. Пока Хань Ли размышлял над этим, старик Вэй провел группу к краю каменного леса и вытащил белое зеркало размером с ладонь. Что-то пробормотав себе под нос, он поднял руку и выпустил в каменный лес из зеркала луч света. Луч со свистом исчез в каменном лесу. Затем он опустил в зеркало и встал на место, заложив руки за спину. Пока молодые культиваторы были в растерянности от произошедшего, земля внезапно задрожала, и произошло нечто неожиданное. Каменный лес засверкал молочно-белым светом. Вскоре после этого свет стал желтым, а каменные столбы стали расступаться. Когда ученики оправились от шока, посреди каменного леса появился путь. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде это, однако выражение его лица осталось спокойным. Культиваторы тут же вошли к маленькой тропинке, продвигаясь к центру каменного леса, пока не достигли легендарного древа духовного источника. Хань Ли взглянул на 10-метровый объект перед собой и подумал: это действительно дерево духовного источника. Объект перед ним был толщиной с руку, а цвет его был бледно-зеленым. Он не очень был похож на дерево, а больше напоминал каменный столб.
Тем не менее, из-за этого каменного столба действительно исходил невероятный поток плотной ци, а вокруг него был светло-золотой световой барьер, покрывающий даже корни, которые выступали из-под земли. Судя по тому, насколько этот объект был защищен, он на самом деле и был духовным деревом. Пока Хань Ли молча проклинал все это, другие культиваторы с восхищением смотрели на дерево. Если бы они культивировали рядом с этим деревом, их культивация бы проходила как по маслу. Хань Ли не стал долго разглядывать древо духовного источника. Вскоре он заметил нефритовую бутылку у корней дерева. Бутылка была заполнена наполовину и источала сильный лекарственный аромат. Хань Ли подумал, неужели это духовная вода просветления? Подойдя к древу на расстоянии 10 метров, они остановились. Только старик Вэй продолжил идти вперед. Казалось, что барьер не влиял на него, поскольку ему удалось пройти без препятствий. Когда старик подошел к дереву, обошел вокруг него и прижал руку к стволу дерева. Его пальцы засверкали зеленым светом, когда он высвобождает духовную силу. Когда другие увидели это, они не могли не задержать дыхание, опасаясь, что они потревожат старика. Через мгновение старик Вэй покачал головой и отдернул руку. Зеленый свет быстро исчез. Старик повернулся и спокойно сказал: «Древо духовного источника еще не достигло оптимального состояния для извлечения винного нектара. Осталось еще 8 часов. Пока что вы можете отдохнуть рядом с деревом. Я уже подготовил духовную воду просветления. Не хватает только винного нектара. Тогда мы так и сделаем». Два культиватора формирования ядра кивнули головами. Старик по имени Юй был особенно послушным. Что касается Хань Ли и компании, то они сидели вокруг каменного дерева по инструкциям культиваторов формирования ядра и начали культивировать. Затем старик Вэй наклонился и взял в руки нефритовую бутылку, которая стояла рядом с деревом. Слабый световой барьер внезапно выпустил ослепительный свет, не позволяя никому видеть, что происходит. Хань Ли нахмурился, увидев, что остальных совершенно не волновало происходящее. Он заговорил с Серебряной Луной. Серебряная Луна тут же отозвалась: «Брат Хань, почему ты позвал меня?» Хань Ли робко проговорил: «Твоя техника движения земного элемента превосходна. Сможешь ли проникнуть в световой барьер? Мне нужно, чтобы ты заполучила корень духовного дерева и передала его мне». «Брат Хань, подождите немного. Я попробую сделать это в форме духовного инструмента». Сказав это, Серебряная Луна материализовалась в миниатюрного волка и тайно проникла под землю. Хань Ли закрыл глаза с равнодушным выражением на лице и погрузился в медитацию. Внезапно Хань Ли приподнял брови и приоткрыл глаза, взглянув на Дудуна. Сидя на углу группы, тот опустил голову, сложив руки в жесте медитации, словно он культивировал. Когда Хань Ли увидел это, он ухмыльнулся и внутренне поиздевался над ним. Глава 632. Участок разворачивается. В отличие от других, Хань Ли заметил тайные действия Дудуна. Ранее он уже высвободил свое духовное чутье, чтобы наблюдать за своим окружением в случае непредвиденных обстоятельств. Хотя Дудун на первый взгляд, казалось, медитировал, его губы дрожали. Было очевидно, что он использовал передачу голоса, чтобы поговорить со своим союзником. Хань Ли опасался, что его заметил, поэтому он не стал подслушивать разговора Дудуна. Вместо этого он перепроверил свое окружение духовным чутьем, но так и не обнаружил ничего необычного. Хань Ли тут же окинул взглядом всех присутствующих. Какое-то время он не мог определить, кто был подозреваемым. Внезапно он услышал голос Серебряной Луны в голове. «Брат Хань, световой барьер вокруг древа расположен даже под землей. Хотя у меня есть способ пробиться через него, я не могу гарантировать, что культиватор формирования ядра не заметит меня. Должна ли я попробовать?» Проговорила Серебряная Луна. Хань Ли ответил без малейшего размышления: «Не спеши действовать. Силу будем использовать только в случае крайней необходимости. У меня есть предчувствие, что скоро произойдет ситуация, которой мы сможем воспользоваться. Возвращайся». Серебряная Луна молча вернулась в тело Хань Ли. Затем Хань Ли просто закрыл глаза, не делая совершенно ничего, кроме как наблюдая за Дудуном. Спустя неизвестный промежуток времени Дудун прекратил говорить и поднял руку, взглянув на нее со странным выражением лица. Сердце Хань Ли дрогнуло. Хань Ли уже было подумал, что Дудун собирается принять меры, но тот внезапно снова опустил голову. Ничего не произошло. Хань Ли был совершенно сбит с толку. В этот момент в пещере произошло мощное землетрясение. Все медитирующие культиваторы внезапно открыли глаза и с удивлением переглянулись между собой. Старик в сером и два других культиватора формирования ядра были крайне удивлены, но культиватор в желтом просто нахмурился и поспешно пошел к каменным воротам.
Однако, прежде чем он подошел, дверь открылась. Из двери показался длиннолицый культиватор Ху с угрюмым выражением на лице. «Старший Ху, что случилось?» Торопливо проговорил старик в желтом. Длиннолицый старик ответил яростным тоном: «На нас напали». Группа скрывающихся культиваторов атаковала ограничительную формацию за пределами долины. Среди них есть не только культиваторы формирования ядра, но и даже эксцентрик зарождающейся души. Похоже, что они не из Альянса Праведного Да, а из 6 сект Дьявольского Да. Другие силы не посмели бы атаковать нас. Старший Лань взял на себя ответственность за ограничительную формацию, а ты должен последовать за мной, чтобы укрепить защиту. Оставь здесь старшего боевого брата Вэй. Вопрос с духовной водой просветления пока стоит отложить. Господин Дао Сюэ, отведите этих учеников в безопасную комнату. Старший боевой брат Вэй, если кто-то посмеет войти в пещеру в это время, убей его без колебаний. Старик Вэй спокойно ответил: все понял. Брат Ху, иди вперед и забери их с собой. Я останусь охранять здесь. Когда длиннолицый старик услышал это, он слегка кивнул головой и тут же вышел из комнаты вместе со стариком в сером и мужчиной средних лет. Культиватор в желтом тут же подошел к ученикам и приказал: вы все слышали его. Очищение глаз откладывается. Я отведу вас в безопасную комнату. Затем он повернулся и зашагал прочь из пещеры большими шагами. Молодые культиваторы не посмели задерживаться и поспешно последовали за ним. Хань Ли спокойно последовал за ними и внутренне ухмыльнулся, увидев, что Дудун также спокойно последовал к выходу из пещеры, не предпринимая никаких действий. На лице Дудуна совершенно не было никаких следов беспокойства. Хань Ли показалось это слишком подозрительным. Он считал, что происходившее определенно было как-то связано с Дудуном. Спустя мгновение 10 учеников вместе с культиватором в желтом вошли в просторную каменную комнату. Отдав им несколько приказов, он поспешил на битву. В этот момент издалека послышался невероятный грохот, в результате чего даже земля у них под ногами задрожала. Очевидно, снаружи развернулась ожесточенная битва. Увидев, что культиватор в желтом ушел, ученики разделились по сектам и стали перешептываться между собой. Хань Ли, Дудун, Му Пейлин и Сун Хо стояли вместе. Сун Хо вдохнул и сказал: «Я действительно не ожидал, что боевой дядя Бай секты Древнего Меча на самом деле был шпионом Праведного Да. Я ведь уважал его, думая, что он бродячий культиватор, которому удалось достичь стадии формирования ядра». Му Пейлин холодно взглянула на юношу и сказала: «Младший боевой брат Сунь, ты действительно считал, что бродячий культиватор сможет достичь стадии формирования ядра? Без чьей-либо помощи это невозможно сделать. Однако ты, младший боевой брат Сун, настоящий бродячий культиватор, который отверг множество кланов. Может, тебе было лучше присоединиться к одному из них?» Сун Хо криво усмехнулся и дерзко ответил: «Я не верю, что для того, чтобы войти в стадии формирования ядра, нужно обязательно присоединиться к клану. Я не считаю, что присоединиться к клану – достойное дело». Его взгляд затем бессознательно блуждал по красивому лицу женщины. Му Пейлин делала вид, что не замечала этого, и продолжила говорить. Дудун вдруг сказал: «Однако, боевой дядя Бай, кажется, жалкий человек». Му Пейлин удивленно взглянул на крупного человека. Сун Хо тоже удивился его словам и спросил: «Жалкий? Боевой племянник Ду, что ты имеешь в виду?» Дудун улыбнулся своей обычной улыбкой и не обратил на них никакого внимания. Он перевел свой взгляд на Хань Ли и таинственно спросил: «Младший боевой брат Хань, что ты думаешь по этому поводу?» Хань Ли совершенно не удивился, что Дудун обратил к нему, и равнодушно ответил: «Мне нечего сказать, ведь я совсем не знаю боевого дядю Бая, вот как. Однако, я чувствую, что...» Дудун хотел было что-то сказать, но Сун Хо сердито упрекнул его за то, что он игнорировал его. «Боевой племянник Ду, ты разве не слышал моих слов?» Холодный блеск мелькнул в глазах Дудуна, когда он взглянул на юношу. С зловещим выражением он сказал: «Как ты смеешь со мной так разговаривать? Я слышал, но я не хочу отвечать на ту чушь, что ты несешь, что...» «Ты...» Лицо Му Пейлин стало угрюмым. Она тут же заметила, что что-то не так, испуганно положила руку на сумку и спросила: «Кто ты такой?» Другие ученики тоже заметили нечто странное и тут же уставились на них с изумлением. Внезапно раздался мужской голос. «Хех! Он, ученик секты Тысячи иллюзий Дьявольского Да. Надеюсь, что такой ответ вас удовлетворит». Бабах, двери распахнулись. Ученики секты были потрясены, услышав это, и поспешно достали свои магические инструменты. Однако знакомый человек вдруг вошел в их комнату. «Боевой дядя Бай!» Невольно воскликнул ученик секты Древнего Меча. Выражение его лица тут же изменилось. Когда другие ученики увидели, что перед ними появился культиватор в лазурном, они растерялись.
Они совсем недавно видели, как его поймали, а теперь он был прямо перед ними. Судя по тому, как он вел себя, было очевидно, что его магическая сила вовсе не была ограничена. Дудун ничуть не удивился появлению культиватора Бая. Вместо этого он холодно спросил: «Почему ты так поздно?» Еще бы чуть-чуть, и мне бы самому пришлось начать действовать. Культиватор Бай ответил: «Да ты знаешь, как ужасна эта нить старого эксцентрика. Хотя я и был готов к этому, оно все равно на время ограничило меня. Если бы я не был уверен в том, что он не станет меня убивать, думаешь, я бы стал с тобой сотрудничать, хех?» Мы не ожидали, что старый эксцентрик придет сюда лично. Однако в основном все прошло как по маслу. Боевой дядя Фен и старший Цинь должны были выиграть нам достаточно времени. Услышав их разговор, другие ученики поняли, что их дела были плохи. Один из учеников секты Древнего Меча мгновенно отреагировал, активировав свой летающий магический инструмент, и попытался сбежать. Но как только этот ученик вылетел в сторону культиватора Бая, на его лице мелькнуло зловещее выражение, и он выпустил ослепительный белый свет. Ученик издал жалкий вопль. И он, и его меч были разрублены пополам. Труп вместе с мечом с грохотом рухнули на землю. Глава 633. Техника Великого Миража против искусства лисьих чар. Глядя на труп убитого ученика, лица остальных культиваторов стали бледными. Они тут же стали активировать свои защитные магические инструменты, глядя на культиватора Бая. Больше никто не смел двигаться. Выражение Мупейлин сильно изменилось, и она тут же отошла от Дудуна, активировав свой магический инструмент. Сунхо тоже резко двинулся в сторону, то и дело переводя взгляд то на культиватора Бая, то на Дудуна. Ханьли молча скользнул в угол комнаты, и его взгляд мгновенно пронесся по всей комнате. Никто не понимал, что происходит у него в голове. В этот момент вокруг Дудуна внезапно появилась внушительная аура. Внезапно у него на шее вспыхнули 4 талисманных иероглифа, а все его тело тут же подверглось трансформации. Он вырос до 2 метров в высоту, его внешность стала злобной, а уровень его культивации возрос до средней стадии формирования ядра. Когда культиватор Бай увидел удивительную трансформацию Дудуна, он невольно рассмеялся. Неудивительно, что секта Тысячи иллюзий признана первой в небесном южном регионе в техниках маскировки. Техника Великого Миража достойна считаться ключевой техникой вашей секты. Трансформированный Дудун холодно фыркнул. Затем он пронесся взглядом мимо присутствующих и остановил его на Ханьле. В его глазах мелькнуло злобное выражение. В следующее мгновение Дудун исчез и тут же появился рядом с Ханьле. По взмаху руки он тут же разрушил защитный барьер вокруг Ханьли и со скоростью молнии пронзил его грудь. Еще через мгновение он вытащил из груди Ханьли его окровавленное сердце. Труп Ханьли упал на землю. Ах! Другие ученики невольно вскрикнули от ужаса при виде этого. На лице Дудуна появилось странное выражение, словно он не верил тому, что Ханьли так легко умер. Он нахмурился и уставился на свою руку. В его руке было теплое, окровавленное сердце. Сомнений не было, он действительно убил его. Ученый встревожился внезапной атакой Дудуна и яростно закричал: «Что ты делаешь? Ты не можешь бездумно убивать всех этих учеников, у некоторых из них есть влиятельные покровители. Один из них — даже близкий потомок небесного эксцентрика. Не смей атаковать, как тебе вздумается», Дудун равнодушно фыркнул: «Раз ты убил одного, значит, и мне можно». Учитывая то, насколько он был странным, с ним следовало разобраться как можно скорее. Кроме того, он определенно не был потомком небесного эксцентрика. Он вошел в секту одновременно со мной. Сказав это, Дудун бросил сердце на землю. Выражение ученого смягчилось, и он сказал: «Раз ты все это понимаешь, тогда все в порядке. Хотя я не знаю, кто именно является потомком небесного эксцентрика, и не знаю, в какую секту он вошел, все секты должны учитывать его влияние и позволить ему войти в первую десятку, чтобы он смог использовать духовную воду просветления. Так что его смерть определенно может нам принести большие неприятности. Кроме того, я отлично знаю биографию человека, которого я убил. Хорошо, я не трону остальных. Однако мы не можем позволить им причинять нам неприятности, так что я должен их вырубить». Сказав это, Дудун закрутился на месте, и внезапно черное сияние охватило всю комнату. Другие культиваторы почувствовали некоторое облегчение от их слов, но они тут же потеряли сознание от этого черного сияния, как только оно коснулось их. Ученый кивнул головой: «Нам пора». «Хорошо». С этими словами они тут же вышли из комнаты и зашагали прочь большими шагами. Но, выходя, Дудун почувствовал нечто странное и снова взглянул на труп Ханьли.
Тот лежал в луже собственной крови. Дудун сам мысленно подшутил над собой из-за своей излишней подозрительности и последовал за ученым со спокойной душой. Как только они оба ушли, в комнате стало смертельно тихо. Через мгновение голос молодой женщины раздался в комнате. «Брат Хань, мое искусство лисьих чар несомненно мощнее техники Великого Миража». Уровень культивации этого человека не был слабым, но он не смог различить, убил он кого-то или нет. Это действительно смешно. В следующее мгновение труп Ханьли засветился бледным светом, постепенно становясь ярче, пока не превратился в серебряный и не трансформировался в белоснежную лису. Голос Ханьли раздался в нескольких метрах за лисицей. Это действительно впечатляет. Однако, довольно странно, что ты, волк, можешь быть настолько опытной в лисьих техниках. Но это сработало еще и потому, что у него был низкий уровень культивации. Будь он культиватором на поздней стадии формирования ядра, его было нелегко обмануть. Тем не менее, я должен признать, что его техника Великого Миража поразительная. Даже я не смог раскрыть его истинный уровень культивации. По вспышке желтого света он вышел из каменной стены, держа в руке нефритовый скипетр. В неизвестное время Ханьли тайком вошел в стену, и серебряная луна заняла его место, используя иллюзорную технику. Хотя она не могла долго поддерживать эту технику, этого было достаточно, чтобы обмануть двух культиваторов формирования ядра. Серебряная луна, казалось, не желала верить ему. Эта техника и правда такая потрясающая. «Брат Хань, ты не ошибаешься», — Ханли небрежно ответил. «Благодаря моей технике великого развития, мое духовное чутье сейчас сравнимо с культиватором зарождающейся души. Однако, даже с его помощью, я ничего не заметил. Вполне возможно, что это самая мощная техника маскировки по всем мире, а не только в небесном южном регионе». Серебряная луна наклонила голову, но не стала спорить с ним. Ханли пошел к центру комнаты и посмотрел на лежавших без сознания людей. Он тут же перевел свой взгляд на юношу в черном, Мэнди. Серебряная луна, казалось, догадалась, о чем думал Ханли. Она тут же запрыгнула в сумку для хранения этого юноши и выскочила назад, передав ему желанный предмет. Ханли принял его с легкой улыбкой на лице и проверил своим духовным чутьем. Забрав нефритовую коробку с таблеткой закаливания духа, он кинул сумку для хранения на тело этого юноши. Поскольку эта таблетка все равно была бесполезна для этого юноши, Ханли не побрезговал забрать ее. Убрав нефритовую коробку, он потер подбородок и сказал: «Идем». Эти двое уже должны были до пещеры Древа Духовного Источника. «Пойдем и посмотрим». Как только он сказал это, серебряная луна запрыгнула ему в рукав халата, и они вместе покинули эту комнату, превратившись в лазурную вспышку света. В этот момент снаружи раздались взрывы. Услышав их, на лице Ханьли немного поколебался, но решил проигнорировать их. Когда Ханьли прибыл в пещеру, каменные ворота были широко раскрыты, и на них не было ограничительных заклинаний. Изнутри раздавались тревожные крики. Дудун яростно крикнул: «Брат Вэй, что ты имеешь в виду? Как это ты можешь так внезапно предать нас? Ты забыл о той доброте, которую тебе оказал мастер? Или ты забыл, как ты был учеником секты Небесного Отчаяния, оставаясь в секте дрейфующего облака в течение стольких лет?» Сердце Ханьли дрогнуло, когда он услышал это. Но прежде чем он смог продолжить подслушивать разговор, его выражение внезапно изменилось, и он тут же исчез с того места, где стоял. Группа из 8 высокоранговых культиваторов внезапно вошла в пещеру. Среди них даже был культиватор зарождающейся души. Все эти культиваторы скрывались под землей за барьером желтого света. Все трое, которые уже были в зале, не знали о них. Ханьли проследил за ними и встал в дальнем углу, наблюдая за всем молча. Ханьли уже видел этих культиваторов. Это были те культиваторы, которые должны были защищать формацию снаружи. Среди них был и мальчик-культиватор зарождающейся души по имени Лань. Ханьли заранее обнаружил своим духовным чутьем этих культиваторов за световым барьером. Среди них была женщина-культиватор формирования ядра, которая была компаньоном Да по культивации Бая. Она держала в руках человека без сознания, старика по имени Ху. Ханьли почувствовал, как его дыхание похолодело при виде их. В то же время в его сердце закралось сомнение. Взрывы снаружи все еще не прекратились, словно там все еще шло сражение. Однако на самом деле не было боя за уничтожение формации. Это была ловушка. В этот момент старик с взъерошенными волосами медленно заговорил из-за золотого светового барьера: «Я знаю, что праведная и дьявольская Да обнаружили древнюю ладонь богини возле равнины Мауланей. Хотя это дерево давно сморщилось, до тех пор, пока его питает винный нектар из духовного источника, оно снова расцветет и восстановит жизнь. Мы много лет использовали учеников из 3 сект в безрассудной попытке его приобрести.
В то время мы даже отказались от наших планов по свержению 3 сект. И теперь даже молодой мастер секты Тысячи иллюзий осмелился проникнуть сюда, притворившись учеником секты, чтобы выполнить приказы праведного и дьявольского Да. Глава 634. Раскрытие заговора. Ученый ухмыльнулся и сказал, что «Неужели, брат, Вэй полюбил это место за те 100 лет, пока был здесь?» Старик с растрепанными волосами равнодушно проговорил: «Конечно, нет, но я немного пристрастился к этому месту, проведя здесь столько лет. В конце концов, быть человеком значит чувствовать». Долгие годы старейшина Юй секты дрейфующего облака относился ко мне как к своему родственнику. Он не только обучил меня божественным техникам, но и не раз спасал мне жизнь. Я просто не могу игнорировать такую доброту. Я не могу допустить, чтобы вы двое забрали древо духовного источника. Дудун улыбнулся, но не рассердился. Вместо этого он зловеще проговорил: «Хорошо, хорошо. Значит, брат Вэй на самом деле присоединился к секте дрейфующего облака. Но не забывай, что произойдет, если мы всем расскажем правду и раскроем твою истинную личность, шпиона секты Небесного Отчаяния. Думаешь, тебе удастся выжить после этого?» Старик с взъерошенными волосами спокойно ответил: «Не надо мне напоминать об этом, я и сам прекрасно понимаю. Как вы думаете, почему я здесь? Я уже давно под подозрениями 2 боевых дядей. У них просто не хватало конкретных доказательств. Вот почему меня насильно удалили от власти в секте, и я оказался в ловушке этого ограничительного места. Конечно, я также получил большую доброту от секты Небесного Отчаяния. Поэтому, раз Даос Ду предъявил мне командный медальон мастера секты Си, я могу дать вам немного винного нектара, но я не могу позволить вам забрать дерево. Этого должно быть достаточно, чтобы отплатить доброту секты Небесного Дерева». «Что? Ты собираешься дать нам только винный нектар?» «Я». Выражение на лице Дудуна стало мягче, и он перебил ученого: «Отлично, тогда дай нам винный нектар. Получив его, для нас больше не будет необходимости в древе духовного источника. В конце концов, наши секты праведные и дьявольского Да обладают бесчисленными сокровищами. Хотя у нас нет чего-то, вроде древа духовного источника, у нас есть много других источников». Когда культиватор Бай услышал это, он удивленно взглянул на Дудуна, но промолчал. В конце концов, приказы ему отдавал молодой мастер секты Тысячи иллюзий. Хотя он не знал, когда Альянс праведного Да и 6 сект дьявольского Да так сблизились, он не желал вмешиваться в этом. Культиватор Вэй холодно сказал: «Поскольку вы, господа даосы, согласны на это, я передам вам винный нектар. Если вы планируете напасть на меня, когда я открою ограничительные заклинания, не обвиняйте меня в моей безжалостности». Дудун усмехнулся и поклялся со спокойным выражением на лице: «Будь спокоен, мы не станем совершать необдуманные поступки. В конце концов, это древо духовного источника — пустяк по сравнению с ладонью богини». Старик кивнул и достал из своего мешка для хранения маленькую белую бутылку. Готовиться к чему? Чтобы дать самую ценную вещь 3 наших сект врагам. До того, как старик с растрепанными волосами смог закончить, 10 нитей меча вырвались из-под земли по вспышке красного света, плотно связав его. В тот же момент у входа в пещеру вспыхнул желтый свет, раскрывающий ранее притавшихся культиваторов. Все они тут же метнулись к Дудуну и культиватору Баю. Культиватор Бай и Дудун мгновенно изменились в лицах при виде этого. В тот момент мальчик по имени Лань появился перед культиватором Вэй. Мальчик уставился на него с ледяным выражением на лице и сказал: «Хорошо, очень хорошо. Мы все давно знали, что праведное и дьявольское Да внедрили к нам много шпионов. Поскольку у нас не было доказательств по отношению к тебе, мы не могли расправиться с тобой. В конце концов, понапрасну убить культиватора формирования ядра — слишком больная трата. Но теперь, когда ты сам раскрылся, мне больше не нужно сдерживаться». Культиватор Бай изменился в лице, казалось, он пришел в недоумение от его слов. Дудун заставил себя улыбнуться, хотя его лицо было бледным. «Лань, почему ты здесь?» Ведь снаружи мальчик не собирался раскрывать свои планы и равнодушно сказал: «Ты действительно решил, что древнего дьявольского пламени и золотого зеркала будет достаточно, чтобы отвлечь меня?» В этот момент их уже окружили даосы из секты дрейфующего облака. Звуки снаружи — не более чем иллюзия. Поскольку мы хотели нанести удар по праведному и дьявольскому Да, нам пришлось подпустить вас так близко к этому месту, чтобы почистить наши ряды от шпионов. Что? Вы даже не выходили наружу? На лице культиватора Бая появилась паника. Женщина в белой одежде не удержалась и обратилась к своему компаньону Да дрожащим голосом: «Старший боевой брат Бай, ты действительно был шпионом праведного Да?» Ее лицо было смертельно бледным.
Когда он услышал молодую женщину, паника ученого исчезла, и он горько улыбнулся. Он открыл рот, но так и не смог произнести подходящих слов. Затем мальчик поджал губы и настойчиво заявил: «Я не хочу запугивать слабых, поэтому просто предлагаю вам сдаться. Или вы предпочтете, чтобы я вместе со старейшинами применили к вам силу?» Когда они услышали это, выражения на их лицах изменились. Но в этот момент снаружи пещеры влетела полоска белого света. Это был старик Цзян, все его лицо было залито потом. Он закричал: «Боевой дядя Лань, плохие новости!» Старейшина Чен секты дрейфующего облака послал талисман передачи звука с просьбой немедленного подкрепления. Его силы попали в засаду секты Небесного Отчаяния и секты Тысячи Иллюзий. Сейчас они сражаются изо всех сил. Кода другие услышали это, на их лицах появился шок. Разве это не 3 секты боевого дяди Ланя должны были заманить их в засаду? Мальчик был поражен этими словами и, немного подумав, громко выругался. «Ты дьявольское отродье! Ты действительно обвел нас вокруг пальца. Кажется, я больше не могу оставить тебя в живых». В следующее мгновение мальчик выпустил изо рта огненный свет, намереваясь поразить их двоих. Но в этот момент изначально культиватор Вэй громко закричал. Его рука увеличилась несколько раз в размере, а его тело засветилось фиолетово-красным светом, и он вырвался из нитей, которые связывали его, атаковав мальчика. Судя по внушительной ауре мерцающего фиолетового света в руке старика, череп мальчика наверняка был бы раздавлен, если бы рука его коснулась. На лице мальчика появилась паника. Он тут же выплюнул магическое сокровище, набрал в грудь воздуха и надул щеки, готовясь к атаке. Внезапно из его рта вырвался еще один огненный красный шар и тут же врезался в фиолетовом когтей культиватора Вэя. Рука культиватора Вэя тут же зашипела, как раскаленный металл в воде, и тут же замедлилась, столкнувшись с красным светом. Мальчик воспользовался этой возможностью, чтобы мгновенно вылетел из светового барьера древа духовного источника, превратившись во вспышку красного света. Истинный лорд небесных демонов, мальчик мрачно выкрикнул титул мастера секты Небесного Отчаяния и безмолвно уставился на культиватора Вэя. Затем он взмахнул рукой, и его магическое сокровище стало вращаться вокруг него. Вскоре оно превратилось в алого питона с огромными клыками, который выглядел как живой. Голова культиватора с растрепанными волосами опустилась, как будто он был без сознания, а из его уст вырвался незнакомый голос: «Хе-хе. Я не ожидал, что Даос Лань так быстро узнает меня. Я уже давно наслышан о ребенке огненного дракона, но сейчас я не могу сразиться с тобой». Когда Хань Ли увидел это, он тут же вспомнил технику великого обладания, которую Цзень и не использовал на Учжоу. Хотя она немного отличалась, техника все равно относилась к методам дьявольского «да». Согласно тому, что знал Хань Ли, эту технику нужно было подготавливать заранее, иначе ее было невозможно использовать. Похоже, что мастер секты Небесного Отчаяния сделал это в качестве меры предосторожности, прежде чем послать культиватора Вэй в секту дрейфующего облака. Хань Ли ухмыльнулся от такого неожиданного поворота событий, но тут же вспомнил кое-кто и обратился к лисице: «Серебряная луна, немедленно вернись в безопасную комнату и превратись в мое мертвое тело. Мы не можем позволить другим узнать мое отсутствие. Соври что-нибудь по поводу того, как мне удалось выжить. Я скоро вернусь, только не раскрывая им мой настоящий уровень культивации или личность». Услышав слова Хань Ли, она безмолвно проникла в землю и вернулась в безопасную комнату. В этот момент истинный лорд небесных демонов поднял руку и взглянул на маленькую бутылку винного нектара, а затем бросил ее Дудуну. Затем он с сожалением взглянул на древо духовного источника и равнодушно проговорил: «Верните этот предмет назад. Я задержу ребенка огненного дракона, пока вы будете убегать. Но вам лучше сделать это как можно скорее, поскольку я не могу долго находиться в этом теле». Сказав это, он внезапно выстрелил в старика Цзина. Зловеще улыбнувшись, он взмахнул рукой, пылающей фиолетовым светом. Глава 635. Захват корня. Бесстыжий, видя, что одержимый культиватор Вэй посмел попытаться убить кого-то в его присутствии, красный световой питон перед мальчиком дрогнул и разделился на бесчисленное количество полупрозрачных нитей, выстрелив в истинного лорда небесных демонов. В тот же момент выражение старика Цзина сильно изменилось. Он поспешно выплюнул летающий желтый меч, чтобы защитить себя, и мгновенно отступил назад, словно не решаясь встретить атаку мастера секты. Истинный лорд небесных демонов странно улыбнулся, и его направление внезапно изменилось в направлении женщины в белом. В следующее мгновение он схватил ее за руку. Женщина в белом была в растерянности, узнав, что ученый был шпионом. В результате этого внезапного нападения истинного лорда небесных демонов в цвете ее лица побледнел, и она тут же бросила длиннолицего старика на землю.
Затем ее руки сформировали жест заклинания, и из рукава вылетела полоска лазурного света в попытке заблокировать атаку. Истинный лорд небесных демонов дико рассмеялся в ответ и снова размылся, схватив длиннолицего старика, которого женщина отбросила в сторону. Затем он сжал в кулак свою свободную руку, покрыл ее фиолетовым светом, отразив приближающиеся огненные красные нити. Однако старый дьявол все же отступил под силой удара, издав глухой стон. Тем не менее, он использовал всю свою силу, чтобы вернуть длиннолицего старика на изначальное место. В этот момент, казалось, длиннолицый старик был разбужен каким-то образом. Он вскочил и сказал: «Большое спасибо за спасение, истинный лорд, не обольщайся. Если бы у нас было достаточно сил, я бы не стал спасать такого, как ты. Ты должен сохранить свою жизнь своим собственным мастерством». Истинный лорд небесных демонов холодно фыркнул и метнулся в сторону мальчика по имени Лань. На этот раз он действительно собирался атаковать ребенка огненного дракона, чтобы Дудун смог сбежать. Вперед! Я уже снял внешние ограничения. Сейчас у него только 10% силы. Мы сможем легко прорваться, прокричал длиннолицый старик. После его крика культиватор Бай и Дудун метнулись на культиваторов, которые охраняли выход. Дудун и ученый пришли в восторг от услышанного. Один тут же вынул 2 белых меча, другой окутал тело черным сиянием, и все трое, вместе с длиннолицым стариком, метнулись к выходу из пещеры. Культиваторы 3 сект не могли так легко позволить троим избежать. Все они активировали свои волшебные сокровища, чтобы заблокировать их. В пещере внезапно началась битва. Яростные крики и разноцветные огни мгновенно заполнили пещеру. Ханьли при виде этого понял, что это та самая возможность, которая была ему нужна. Он окутал свое тело желтым светом с помощью нефритового скипетра и зарылся в землю, используя технику движения земного элемента, чтобы незаметно приблизиться к корням древа духовного источника. Будучи заняты битвой, культиваторы не заметили действий Ханьли. В результате Ханьли оказался перед слабым золотым барьером, блокирующим его путь. Глаза Ханьли загорелись. Он поднял руки, выпустив из каждого пальца лазурный свет, и стал молча приближаться к барьеру. Золотой свет на мгновение переплелся с лазурным светом, и световой барьер задрожал. В мирное время это мерцание барьера бы уже давно заметили, и культиваторы, охранявшие древо, тут же бы среагировали, но в разгар жестокой битвы это небольшое движение не вызвало ни малейшего внимания. Через мгновение его руки силой пронзили золотой свет, а на его лице появилась радость. Ханьли руками раздвинул золотой свет, образуя в нем небольшой зазор. Тело Ханьли тут же размылось и появилось внутри светового барьера, прежде чем барьер успел восстановиться. Глядя на корни древа, на лице Ханьли появилась сверкающая улыбка. Хотя ствол древа отличался от обычных деревьев, его корни были совершенно обычными, за исключением желто-зеленого цвета. Огромный взрыв раздался снаружи, вслед за которым последовали звуки падающих обломков и череда землетрясений. Кажется, только что была ужасающая атака. В следующий момент старик Фу сказал: «В погоню, они не должны сбежать». Вслед за этим раздался смех истинного лорда небесных демонов. «Даос Лань, как тебе сила моего искусства фиолетового занавеса? Хотя мне и пришлось использовать сущность крови этого тела, я с легкостью смог ограничить в движении тебя на время. Старый дьявол небесных демонов, тебя совсем не волнует твой ученик. Даже если он выживет после этого, его совершенствование будет уничтожено». Хотя голос мальчика звучал равнодушно, Ханьли слышал в нем нотки гнева. «Мой ученик. Этот предатель. Судя по тому, что я слышал, он считает себя учеником секты дрейфующего облака. Эй, куда ты собрался?» Изначально голос истинного лорда был тихим, но затем он закричал: «Я не намерен сражаться с твоим воплощением. Я не могу позволить тем дьявольским детям выпить винный нектар нашей горы мечтательных облаков». Голос мальчика уже звучал издалека, словно он покинул пещеру. «Как будто я позволю тебе так легко уйти», — крикнул лорд и, очевидно, последовал за ним. В одно мгновение в пещере остался только Ханьли. Теперь он мог спокойно действовать, не опасаясь никого. Он вытянул один из пальцев, сверкнув лучом света. По вспышке белого света часть корня была срезана, в результате чего из отверстия стала вытекать жидкость белого света, наполняя воздух ароматом. Ханьли не обратил внимания на разлитую белую жидкость. Его тело вспыхнуло желтым светом, он тут же схватил кусок корня и поднялся на поверхность. Оглядевшись, он заметил в пещере 10-метровое отверстие с сверкающими скалами, которые были разбросаны повсюду. Похоже, что истинный лорд прорвал ограничительные заклинания этой пещеры одним ударом.
Эта впечатляющая техника позволила Дудуну и другим сбежать. Хань Ли не собирался долго разглядывать это, а тут же достал нефритовую коробку из своего мешка для хранения и тут поместил кусок корня в нее. Убрав его, Хань Ли почувствовал удовлетворение, но внезапно он вспомнил о чем-то. Хотя ему удалось заполучить корень древа духовного источника, он не смог заполучить формулу духовной воды просветления. Хотя истинный лорд небесных демонов обладал телом старика с растрепанными волосами, его тело не выдержит слишком долго. Очевидно, что мальчик скоро победит его. В руках Хань Ли вспыхнули вспышки лазурного света, и он направился к барьеру, как вдруг его лицо дрогнуло. Внезапно он подошел к задней части дерева. Там был желтый молитвенный коврик и каменная платформа. На каменной платформе сверху лежала нефритовая пластинка, сверкающая слабым зеленым светом. Хань Ли окинул своим духовным чутьем эти предметы и обнаружил, что вокруг не было никаких ограничительных заклинаний. Он поднял руку и выстрелил из ладони лазурным туманом, заставив нефритовую пластинку подплыть к нему в руку. Хань Ли посмотрел на нефритовую пластинку и застыл на месте, начав читать его своим духовным чутьем. Спустя мгновение Хань Ли отозвал свое духовное чутье, на его лице появилось недоумение. В нем содержались записи о методах культивации культиватора с растрепанными волосами и несколько техник изготовления таблеток. Примечательно, что среди них была формула таблетки закаливания тела и духовной воды просветления. Заполучив эту нефритовую пластинку, Хань Ли задумался. Неужели этот культиватор чувствовал, что срок его службы подходит к концу и подготовил эту нефритовую пластинку? Судя по тому, что нефритовая пластинка была спрятана за древом духовного источника, он подготовил ее для секты дрейфующего облака. Какой в этом был смысл? Однако Хань Ли не стал долго размышлять над этими вопросами, а просто достал белую нефритовую пластинку из своей сумки для хранения и скопировал туда содержимое пластинку старика. С нынешним уровнем культивации для этого Хань Ли потребовалось всего лишь несколько минут. Затем Хань Ли положил зеленую нефритовую пластинку на место, а копию — к себе в сумку для хранения и направился к золотому световому барьеру. Так как культиваторы 3 сект могли вернуться в любой момент, ему лучше уйти как можно скорее. В любом случае, он уже выполнил свою задачу. Не заботясь о том, чтобы его может кто-нибудь заметить, Хань Ли окутал тело своей духовной силой и проделал огромную дыру в световом барьере вспышкой лазурного света. В следующий момент он проскользнул через образовавшееся отверстие и покинул барьер.